Доброе утро, 19 июля. Я пошел на утреннюю прогулку. Сейчас 8 утра. Сейчас возьму газетки, ангиботы на следующую неделю. И пойду, наверное, по солнышку похожу. А в обед, когда будет жарко, погуляю в лесу. Такой план. Я еще не начинал кошмарить С-24. Вчера же я так и не продолжал. Вот последнее, что записал, на том и остановился. Не привлекал жену, решил на сегодня перенести. Хотя суббота, не знаю, работают они или нет. Думаю, работают. В принципе, мне с утра уже вот пришла смс-ка от банка. Типа, потратьте 5 минут, закончите регистрацию. В общем, они хотят продолжения. Ну, я с удовольствием продолжу. Попробуем сегодня. Я думаю, сегодня мы добьемся результата. Так, вот они, газетки. Вот такая вот пачечка лежит. Здесь, конечно, куча хлама ненужного, но я его дома выкидываю. Здесь не хочу мусор разводить, потрошить и так далее. Вот. Мне из этой пачки нужно там всего лишь 3-4 газеты. Я обычно что там пользую? Aldi, Lidl, Netto, Penny, да и все по сути. Ничего себе, как тут озеро заросло. Уже выше моей головы. Это осока или что это такое. Давненько тут не был, получается. И вот такие заросли. Да. Природа не зевает, делает свое дело. Хожу, гуляю, лысинку свою солнышку подставляю. И разговариваю с капроновой головой по поводу боррелиоза моего. Ну, в общем, уточняю протокол лечения. Что-то у меня он вызывает беспокойство. Не то, чтобы у меня там состояние ухудшается или еще что-то, а в принципе то, что врач мне сказал прийти не после курса, а там аж через месяц, если у меня не ухудшится ничего. Я думал, там может сразу надо типа сдавать на количество этих боррелий анализ крови. Но GPT-шка говорит, нет, это все нормально. В общем, я ему рассказал симптомы свои, рассказал, что мне назначили, на какой стадии лечения, как я приблизительно себя чувствую. Он говорит, все окей, не парься. То есть все вроде идет неплохо, но типа, мол, и не зевай вдруг чего, потом не дожидайся там следующего термина, если будешь себя плохо чувствовать, иди там, записывай симптомы туда-сюда. Рассказал, какие могут быть обострения этих симптомов, связанные именно с лечением, с гибелью боррелий массовой и так далее. Реакции там каких-то, имени каких-то докторов. Вот, ну, в общем, предупредил меня, немного сориентировал. В общем, я за это теперь не переживаю. А то я что-то вчера лег спать вообще там в 9 часу. Сегодня на полчаса дольше спал. В общем, чувствую себя усталым. Но я еще это связываю с тем, что я вчера же прошел 2 сессии прогулки. После возвращения как бы первый раз, по сути, так объемно гулял. Ну, там вышло у меня что-то километров 12, наверное, за день. Вот, и, наверное, это сейчас много для меня. Я как бы же не ходил, пока на отдыхе был. Такие количества там чилил, отдыхал. А тут как бы вернулся к таким нагрузкам. Ну, еще на это грешу. Вот, ну, посмотрим, не знаю, сегодня тоже планирую также погулять, как бы мне и хочется. Я, во-первых, соскучился тут за этими местами, во-вторых, привык очень сильно. После еды в обед всегда я хожу гулять, без этого уже не могу. Вот, и теперь еще вот и по утрам мне хочется выйти, немножко витамина D получить, пока солнышко не активное. Ну, короче, такие дела. Ну и с GPT-шкой поговорить всегда приятно, если он что-то толковое рассказывает. Тоже еще немного с ним говорю о питании, так как я же неделю был вне дома, и, соответственно, там у меня питание было уже с небольшим содержанием клетчатки. То есть я ел в основном там, ну, мясное что-то, там жарился всякие котлетки говяжьи, там куриные какие-то, в общем, такое, яичницу постоянно. В общем, все это на сливочном масле. Это такое зачатки карнивор диеты. Ну, естественно, там добавлял и всякие там нуты, фасоли и так далее.
То есть не было там полностью это мясная диета, а именно что-то ближе, наверное, к низкоуглеводной получилось. Не то, что я специально, а просто так, то, что было удобно. У них там много же консервированных готовых этих продуктов продается, типа нута, чечевицы там, и так далее. Ну там стоит 75 центов банка, на 2 дня позавтракать мне хватает. Но я и дома ем такое, просто дома я как бы сам варю, а там мне было проще покупать готовое и разогревать себе, там, обжаривать его и так далее. Вот, и получается, я эту неделю питался уже практически без клетчатки. Я там ел какие-то свеклу, там какую-то такую фигню, то есть, не зеленые овощи, не свежие и так далее. И получается, что я решил сейчас, раз я вернулся, опять на салатики не приседать, потому что в последнее время я всегда огромную тарелку салата съедал в обед с майонезиком там или с оливковым маслом. Ну и раз, думаю, уже как бы организм чуть-чуть отвык, там сколько, 10 дней там или 8 дней с этими дорогами это прошло. Думаю, может быть и не возвращать его на эти салаты, все равно же я планировал переходить в вот такой вот режим безовощной. Как бы гистамины высокие у меня, то есть помидоры, вот это все не нужно. Там с огурцов толку как бы 0, там паприка, не знаю, что там, я листья салата этого потеряю много. Не думаю, то есть я потеряю в клетчатке, скорее всего. В витаминах не уверен, что на общем фоне повышения как бы мяса и жира вряд ли я потеряю сильно в витаминах. И как бы и начал, да, то есть приехал, сколько я здесь, 2 дня, не ем этих овощей. И, соответственно, тоже поспрашивал у GPT, как это все будет выглядеть, как перенастроится кишечник, там, может он перенастроиться, там, описал, как сейчас, там, какой стул у меня туда-сюда. В общем, поговорили на эту тему. В принципе, он все довольно адекватно мне рассказывает. Вот исходя из того, что я на ютубе смотрю же постоянно эту тему, слушаю там всяких специалистов, в кавычках. Что-то подобное и он говорит. Там количество жиров, оно там улучшает, значит, формирование этого всего кала и так далее. Короче, не должно быть глобально никаких проблем у меня. Вот, такие еще, как бы, разговоры с ним веду. Потихоньку воплощаю в жизнь вот эту свою смену схемы питания. Кстати же, из-за антибиотиков, которые я принимаю, я сейчас ужинаю чисто йогуртами, молочко там пью. Как бы я всегда вечером молоко пью, что-то подсел, хочется мне, видно, кальция или что-то не хватает. А это же еще тоже там в поездке начал где-то там по полкило йогурта такого типа 3,5 жирности съедаю. Как бы мне тоже вкусно, заходит. И я так понимаю, как пробиотическая какая-то функция при антибиотиках, это полезно. Тоже так думаю и продолжать, в принципе. Поэтому какая-то такая у меня странная мясно-молочная низкоуглеводная диета получается. Хотя тоже как низкая. Я вот 2 дня уже веду дневник питания. Выходит, что как дневник, это громко сказано. Короче, записываю все, что съел. GPT-шка считает, раскладывает по нутриентам, БЖУ, вот это все. Колораж показывает. И, в принципе, за 2 дня там не могу сказать, что у меня низкоуглеводная она получается. В целом углеводов у меня в 2 раза больше, чем жиров и белков. Там, если жиров, условно говоря, 100, там, один день у меня 100 грамм, а второй день, по-моему, 120, то при этом углеводов было 200 с хвостиком и 200 вчера. Вот. Из них там половина это сахара. Хоть натуральные, хоть добавленные. Добавленных там мало, короче, всякие, я не знаю, там, что там, шоколад, короче. Потом я, когда йогурт ем, сейчас добавляю баночку маленькую сладкого в обычные, там, 3 банки, допустим. То оттуда еще сахар добавленный, где-то там еще он его находит. Короче, добавленных выходит там чуть ли не 30 грамм. Даже больше, наверное. Вот, а остальные типа натуральные. Яблоко же там съедаю, это что-то такое. Клетчатки там выходит у меня 12-18 грамм. Один день 12, второй 18. Короче, не могу сказать, что сейчас уже у меня эта диета какая-то вот низкоуглеводная, потому что углеводов в целом, больше 200 грамм. Потихоньку буду как-то их снижать, пробовать. То есть я добавил яйца на каждый день, которые я раньше ел вообще эпизодически. Уменьшаю количество каши с утра, вот добавил туда яичницу. В общем, мучу, кручу, обмануть хочу. Я закончил послеобеденную прогулку. Сижу сейчас на кладбище здесь у себя и отдыхаю немножко. Что хочу сказать. Я пришел утром с прогулки,
и попробовал еще раз зарегистрироваться в C24. Жене сказал, говорю, попробую раз без тебя, если опять отключится, тогда уже будем пробовать вместе. Ну и решил записать на видео этот звонок, ну то есть захват экрана сделать, потому как вчера мне капец не понравилось из там человек 8 разных операторов, с которыми я взаимодействовал, только несколько, там 3, по-моему, сказали, что типа ваш немецкий очень плох, и мы типа не можем помочь вам, потому что вы не разговариваете. Ну это тот минимум, считаю, который работник колл-центра должен как бы озвучить человеку с такими проблемами, как я, да, а не просто отключаться, как сделали остальные. Я решил, что если сегодня будет такая же ситуация с отключениями, то я эти видео с захватом экрана потом отправлю в Check24, если, ну, по мере развития ситуации с этим буду как бы как-то использовать их, потому что это непрофессионально, я считаю. Вот, включил я эту запись, появляется первая девочка, видеооператор этот. Я у нее спрашиваю, вы по-русски говорите? Она говорит, нет, только немецкий, говорит, английский. Я говорю, окей, у меня типа немецкий не особо, но давайте попробуем. Она, да, ну смотрите, здесь будут инструкции, которые типа важно выполнять, поймете ли вы? Ну, говорю, ну давайте попробуем. Не получится, значит так и скажете. Она, ну окей. Ну и начали мы все делать. Я же этот алгоритм там уже знал, как бы довольно далеко. Вчера мы зашли с ее коллегами по процессу этому, и в принципе все там сначала пошло легко. Я даже себе выписал там эту огромную строчку букв даты моего рождения. У них тут же числа по-немецки, это вообще там просто ужас. Вот, подготовился немножко. Все, я поназывал. Дошли мы до фотографии паспорта, там, где голограммки закрывать надо, так-сяк. В общем, в одном только месте было тяжело, где она мне пыталась сказать, закройте половину вот этой вот голограммы. И она еще показывает так на своем образце паспорта, там, какого-то пластикового. Во-первых, он отличается сильно от моего украинского паспорта. И как бы еще так... Она то ли не попадала в камеру себе, то ли что. Ну, короче, вообще непонятно было, что там она хочет мне сказать. И пока я чисто интуитивно не допер, что это половинку голограммки нужно закрыть. Но не той, что вчера у меня просили, а какой-то другой уже. Ну, в общем, с горем пополам я это сделал. И там уже потом осталось только сказать, короче, дату рождения, по сути. И все. И она такая, оп, типа, мы прошли идентификацию. Я такой, о, камон, типа, класс. Короче, на радостях, типа, спасибо, спасибо. Ну, и она все, типа, вам там дальнейшие эти инструкции даст, приложение туда-сюда, отключилась. Вот, ну и действительно написала приложение там. Еще мы с ней ввели пароль. Мне пришел на телефон пароль, я я сам его ввел. И там что-то нажала, но да, подтвердила. Говорит, код прошел, все супер. Все, она попрощалась, и дальше я зашел в приложение, вернулся, после звонка этого, и там надо было что-то нажать. Написали, что ваша учетная запись будет проверена, и типа мы дальнейшее сообщим вам на email. Вот. Ну и до сих пор висит оно так. Не знаю, с чем это связано. Может, там проблемы какие-то со мной. Может быть, просто суббота. И это та часть как бы работы, которую должен непосредственно какой-то человек выполнить. Может, там в понедельник он придет на работу и руками и глазами посмотрит на мою анкету, значит, и уже там примет решение, давать мне эту карту, не давать. В принципе, карта не кредитная, а дебетовая, то есть они там как бы ничем не рискуют в плане финансов. Ну, кто его знает, как у них тут в Германии устроено. Я указал там в анкете, что я не работаю и все такое. Ну, с другой стороны, они же должны понимать, что я как бы как беженец с Украины могу сейчас не работать, но искать работу и все такое. Вот, поэтому, думаю, шансы мои на получение этой карты тоже довольно высоки. Ну, если не дадут, я не удивлюсь. Буду пробовать тогда другой какой-то банк. Ну, вот так вот это неожиданно для меня быстро все закончилось. Я реально настраивался опять на целый день приколов с ними. В общем, такие новости сегодня. Пойду я домой. До завтра.